Ей 27 лет, она блогер и основатель онлайн-школы блогеров. По ее словам, доход до 1 миллиона рублей в месяц. Хотите знать как? Смотрите мастер-класс Анастасии Трофимовой. Давайте сейчас похлопаем друг другу так, как вы хотите получить крутых результатов. Давайте, всем привет! Первый мой бизнес это была онлайн-школа фитнеса и правильного питания. И своей ключевой компетенцией я считаю маркетинг. Я зарабатываю как блогер, привлекая постоянно новую аудиторию. На данный момент у меня порядка 120 тысяч подписчиков. И продавая, создавая постоянно разные инфопродукты. Только заработок на блоге, несмотря на то, что у меня есть еще онлайн-школа блогерства, школа богатого блогера с бизнесом, только заработок на блоге дает мне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей чистых. Хотите узнать, как это сделать? Да! Неважно, вы ведете свой личный блог или вы ведете коммерческий блог, вы создаете контент. С этого времени вы зарабатываете на своем контенте. После этого вашей постоянной обязанностью становится привлечение подписчиков. То есть вы придумываете креативы, придумываете причины на вас подписаться, ищете блогеров, собираете свою аудиторию, при помощи контента ее прогреваете и дальше начинаете ей продавать большое количество разных услуг. Смотрите, нарисовала крутую картинку с кружочками, то есть вот это вот ваша аудитория. Вы выкидываете первый продукт, и у вас какая-то часть людей первый продукт покупает. Например, там у меня аудитория бизнеса, и если я буду все время долбить и говорить, купите курс по Инстаграм, купите курс по Инстаграм, люди скажут, да отвали ты, пожалуйста, со своим Инстаграм, потому что кто-то на меня подписан, потому что я рассказываю про продажи. Кто-то, например, не хочет раскачивать Инстаграм, кто-то хочет раскачать свои продажи. Он бы мне готов был бы заплатить, но не за курс по Инсте. Кто-то, например, хочет создать сейчас сайт, вот это его основная задача. И он бы мне тоже с удовольствием заплатил, но тоже не Инстаграм, а за создание сайта. И так каждый раз, создавая новые продукты, вы будете получать новых людей. И это касается не только инфопродуктов, это касается всего. Даже если вы продаете прогулки на лошадях, вы сделали сначала одно предложение, там, например, катаемся по лесу, это одно предложение, дальше второе предложение, там, не знаю, фотосессия с конем, то есть все то, что связано так или иначе с вашей нишей, вы можете запаковать в разные продукты, потому что ни в коем случае нельзя толдычить и предлагать своим клиентам одно и то же. И каждый раз разное количество людей у вас будет покупать. Поэтому вкладывайте деньги один раз и монетизируйте их постоянно. Соответственно, действуем по принципу микрошагов и реинвестирования, так же, как делала когда-то я, но неосознанно. Что это значит? Это значит, что нам не нужно вкидывать сразу большую сумму для того, чтобы начать зарабатывать. Во-первых, начать зарабатывать можно уже имея там 1000 подписчиков, это уже достаточная критическая масса, которую вы можете прогреть, которая может делать там какую-то активность у вас в блоге или у вас там в коммерческом аккаунте, и вы уже сможете зарабатывать деньги. Соответственно, что мы делаем? Мы вкладываем сначала, например, первые 10 тысяч рублей, получаем подписчиков, начинаем с ними работать. То есть, что значит работать? Начинаем создавать для них контент. Дальше мы делаем продажи на эту аудиторию. И только тогда, когда у нас деньги окупились, мы вкладываем их обратно. Потому что, на самом деле, всегда очень жаль тех людей, у которых, к сожалению, деньги есть. У меня денег не было, поэтому я действовала очень умно и осторожно. Я вижу очень большое количество людей, которые могут себе позволить там, вложить 50 тысяч или 100 тысяч. И они всегда совершают одни и те же ошибки. Они совершенно не умеют работать с аудиторией, но они вкладывают большие деньги, и несмотря на то, что люди приходят, они их просто не умеют удерживать. Поэтому шаг номер один, который вам нужно научиться делать, это в принципе выработать привычку создавать контент. Потому что со стороны кажется, что ой, да что там эти блогеры, они просто постики пишут какие-то, просто какие-то глупые свои сторис снимают и больше ничего не делают. Но я вам хочу сказать вам, а попробуйте сделать так хотя бы на протяжении 2 или 3 недель. Каждый день создавать контент, каждый день писать пост для начала или каждый день снимать там по 5-10 сторис. Скорее всего, вы начнете пухнуть уже приблизительно дня через 3. Поэтому шаг номер один, который вам нужно сделать еще перед продвижением, это выработать в себе привычку постоянно, регулярно создавать контент. Потому что иначе все остальное будет бессмысленно. Вы можете вкладывать любые деньги, вы можете получать хорошие результаты, но если вы не будете делать контент, то люди у вас просто уйдут и вы ничего не получите. Дальше, когда вы делаете первые продажи, вы вкидываете эти деньги заново обратно. И так происходит и происходит и происходит каждый раз. Таким образом, ваш блог постоянно растет, а те деньги, которые вы сможете вытаскивать, они будут потихонечку увеличиваться. Соответственно, наберете первые 1000 подписчиков, уже сможете там свою первую десяточку заработать. Это совершенно нормальные, естественные суммы.
строчек. Здесь должна быть самая простая, самая понятная фраза про вас, которая максимально четко, подробно и понятно описывает то, чем вы занимаетесь. Никаких, пожалуйста, здесь ухищрений придумывать не нужно. Если вы фотограф, то вы пишете фотографом, Юля фотограф. Или, например, если вы магазин вязаных шапочек, то вы пишете магазин вязаных шапочек. Для того, чтобы когда человек зайдет, он понял бы, что вы магазин вязаных шапочек. Возможно, вам кажется странным, что я повторяю это уже там 10-й или 15-й раз эту мысль, но всегда, когда я проверяю в итоге потом такие шапки, я вижу, что это основной косяк. Как в среднем устроены шапки? Первое – это прикольная фраза, дальше это какой-то тезис про ваши достижения, дальше вы рассказываете, о чем блог, дальше вы рассказываете, в чем ценность блога. Это не истина последней инстанции, то есть это не всегда значит, что должно быть именно так, особенно что касается магазинов, там у них будет вообще немножечко по-другому. Но это плюс-минус понятная структура того, как это может быть. Соответственно, давайте разберем это все детально. Первое, прикольная фраза. Прикольная фраза создается не для того, чтобы она была. Она создается для того, чтобы показать, на самом деле, что вы прикольный, интересный человек, потому что зануд в Инстаграме очень много. И вообще, в принципе, зануд по жизни очень много. И здесь должна быть какая-то такая фраза, которая будет все равно понятна, но при этом она будет веселая и интересная. Это самое главное правило, которое ни в коем случае нельзя забывать. Пожалуйста, в Инстаграме меньше креатива, меньше желания быть уникальными и больше стремления быть понятными. Если вы будете понятными, вы будете зарабатывать. Если вы будете пытаться быть уникальными, особенными, креативными, то, скорее всего, денег вам не видать. К сожалению, это так работает, хотя кажется наоборот. Номер один у Бога. Это то, с чего все когда-то начинали, и все крупные блогеры с чего-то когда-то начинали. Все, абсолютно все проходят через этот этап. Этап номер один у Бога. Следующий шаг – это колхозно. Это когда уже не очень убого, но все еще ужасно. На самом деле это мы делаем вместе с моим партнером, и это он на фотографии, но там дальше будет прекрасное превращение в хороший блог из вот такого. Следующее – это терпимо. Это вот я в тот момент, когда у меня было 10 тысяч подписчиков, я думала, невероятно красиво. Я тогда платила 3000 в месяц для того, чтобы мне делали вот эту вот обработку. И это как бы норм, вот, просто норм. Это не очень красиво, не очень ужасно, просто нормально. В сухом остатке знаешь, что белый. Дальше это хорошо. Это вот тоже тот же самый мой партнер, он справился, у него стал блог на уровень хорошо. И есть профессиональные блогеры, нескромный, это мой аккаунт. Это шикарно. Вот, можно похлопать. Спасибо большое, что вам нравится. Если у вас аккаунт выглядит профессионально, если вы заморочились с визуалом, то вы просто выглядите профессионально. Вот и все. Это единственное, что вас отличает человека-специалиста или магазин-специалиста от обычной девочки или обычного мальчика, который ведет там свой личный Инстаграм. Второе, почему мы это делаем, это просто потому, что блогеры охотнее берут на рекламу. К сожалению, реальность такова, что блогер сам выбирает, кому вы рекламировать. Если вы написали, если вы готовы заплатить блогеру деньги, это не значит, что он с вас их возьмет. Вам нужно еще пробить себе вот это вот местечко. Если у вас колхоз, то это сделать гораздо сложнее. А вы и так маленький, то есть у вас и так небольшой блог, вам и так будет сложно попасть. А если вы еще с визуалом не заморочитесь, то будет прям еще в 5 раз сложнее. И, соответственно, да, вас идентифицируют как профессионального пользователя, как магазин, как эксперта, а не просто как девочку, студентку, мамочку и все такое. Потому что просто на таком примитивном уровне да-да, нет-нет, понятно, что здесь явно идет речь о работе какая-то. О чем писать блоги? Смотрите, важно понимать, что у вашего контента есть задача. Не просто высказать там свои мысли, поделиться своими душевными переживаниями, рассказать о том, как с вами несправедливо поступили. А задача вашего контента сделать так, чтобы ваши подписчики захотели бы у вас что-то купить. А значит, они должны быть, если вы продаете, например, какую-то услугу, они должны быть уверены, что вы являетесь экспертом. Если вы продаете товар, то они должны быть уверены, что ваш магазин и ваш товар классные и крутые. И, соответственно, каждый раз, когда мы выкладываем любую единицу контента в свой блог, мы задаем себе вопрос, а от того, что я сейчас вот это выложу, вообще что-то изменится, если я сейчас вот этот вот пост напишу на эту тему? Это приблизит моего подписчика к тому, чтобы он захотел у меня купить? Или это никак не повлияет? Если вы будете на самом деле себе этот вопрос задавать, то очень много фотографий вы отметете автоматически, очень много постов вроде «вот и выпал первый снег», они у вас тоже пропадут, и вы увидите, что вашего колхоза в принципе станет меньше, и это просто прекрасная новость. Соответственно,
Есть такая, опять же, моя классификация постов, которые можно вести. Если вы там если вы эксперт, мастер, услугу продаете или ведете личный блог, то первый вид постов, которые у вас должны быть, это экспертные посты. Просто обычные экспертные базовые посты. Обожают инструкции, алгоритмы, пошаговые планы, регламенты, чек-листы, то есть все, что можно упаковать в какой-то ценный список, только важно, чтобы это был реально ценный список, потому что список, который называется топ-5 ошибок, он не является ценным. Соответственно, если вы можете дать что-то прикладное, это работает очень круто. Почему? Потому что, вот смотрите, один из моих постов, 1800 человек поставило лайк, это еще старый какой-то пост, и 1700 сохранений, то есть практически каждый человек, который поставил лайк, он этот пост сохранил. Что это нам дает? Инстаграм понимает, что человек сохраняет пост, значит, вы делаете какой-то годный контент. Если вы делаете какой-то годный контент, вам дают немножечко больше охвата не только на этот пост, но и авансом, там, Инстаграм понимает, что, ну, скорее всего, вы будете делать какие-то годные вещи дальше. Поэтому он вас какое-то время будет немножечко, там, на 5%, на 10% больше показывать, пока вы начнете делать какую-то дичь. Как только вы начнете ее делать, вас снова обрежут. Соответственно, дальше следующий тип контента – это контент, который называется «Мой опыт». Если мы говорим про личные блоги, то здесь важно понимать, что люди подписываются на вас, потому что вы ролевая модель. Потому что они хотят либо иметь те знания, которые есть у вас, либо они хотят быть на вас похожими. Соответственно, там, вы ведете блог СММщика, они хотят узнать, как вы научились разбираться в таргете, как вы делаете там такие результаты. Они хотят таких же результатов, как у вас. Соответственно, в разделе «Мой опыт» мы рассказываем свои личные истории, как мы телепортировались из точки А в точку Б. И здесь могут быть совершенно разные идеи. То есть, например, в моем случае это как я набрала первую 1000 подписчиков, как я потратила там первые 10 тысяч рублей, как я сделала свою первую продажу, как я вышла на доход 100 тысяч рублей, как я купила Porsche Cayenne, как я начала вести бизнес. Все вот эти вот истории, как я сделала что-то, если мы говорим про то, что вы продаете через личный блог, они должны быть обязательны. И, кстати, если вы магазин, то вы тоже можете это делать, потому что это всегда добавляет человечности. И когда вы добавляете человечность в свой магазин, то вы перестаете быть просто магазином. Вы уже начинаете быть человеком, который вяжет шарфы. И люди покупают в итоге шарфы не у какого-то магазина, не у какого-то ноунеймовского аккаунта. Они покупают шарфы у прекрасного человека, которого они видят, которого они знают. Они знают, что там у этого человека есть кошечка, например, или что у нее там есть еще что-нибудь. И причина купить становится совершенно другая. И дальше следующий вид постов – это комментарии. Посты, которые комментируют. Здесь очень круто заходят провокации. Скажу сразу, что у меня вот такие посты не очень хорошо рождаются, потому что у меня не очень хорошо с креативом. Вот, например, я не могу придумать шутку про коронавирус, вот, актуально. Но есть люди, которые улавливают тренды. И, соответственно, если вы понимаете, что вы можете уловить тренды, то даже несмотря на то, что тема изначально может с вашей темой напрямую не вязаться, вы можете сделать нечто крутое. Подытожив выступление, я хочу таким для вас призывом, чтобы вы подумали после того, как мы разойдемся, о том, как вообще вы можете это все сделать, как вам провернуть это, потому что я реально уверена в том, что вложение в свой Инстаграм – это реально лучшее вложение этого года. Я начала это делать 1,5 года назад, и я реально безумно себе благодарна. Я считаю, что это одно из лучших решений в моей жизни, потому что я понимаю сейчас, если вдруг что-то случится, если у меня там будет депрессия, у меня уйдет сотрудник, у меня роб заберет AMA CRM, у меня управляющая заберет команду, идет такой проект, мой блог не заберет никто. Я в любом случае всегда смогу себе сделать деньги. Я могу продавать, не продавая, я могу просто снимать сторис, рассказывать о том, что вот у меня там есть какой-то новый продукт, приходите покупайте, и у меня купят, даже если я буду продавать плохо. Начинайте все делать потихонечку. Москва и Петрозаводск тоже строились не сразу.